try to fly. Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале Мир Орхидей. Я Ксюша, и сегодня мы продолжим с вами тему благоустройства моего балкона, потому что ролик, который недавно вышел на моем канале, нашел большой отклик в ваших сердцах и оставил еще много вопросов. Я пыталась ответить на все вопросы, которые вы мне задавали в комментариях, но их оказалось настолько много, что физически я просто не успеваю на все вопросы ответить. Поэтому самые часто задаваемые вопросы я решила раскрыть во второй части моего ролика. А тем более у меня для вас немножечко дальше есть новиночка. Хочу показать вам новиночку своего балкона, которая внесла в эстетику оформления моего балкона еще больше красоты, но, что немаловажно, внесла большое удобство в уходе за моими орхидеями. Ну что ж, друзья, поехали. Самый все же востребованный вопрос, который остался, как мне кажется, недораскрытым и с большим количеством вопросов, это остался вопрос отопления, вопрос теплого пола. Давайте сначала я вам обозначу, что тот теплый пол, о котором я говорила, конечно же, является временным вариантом, как вариантом выхода из ситуации, потому что мне начали писать о том, что это, возможно, пожароопасно, что возможны случаи возгорания. Я не призываю делать такой пол на постоянной основе. Я говорила о том, что, как вот в моем случае, мы, когда делали ремонт, мы не предусмотрели отопление на балконе, и когда созрела мысль у меня выращивать орхидеи на балконе, мне надо было выйти из ситуации и придумать какой-то временный вариант, потому что если бы я постоянно понимала, что мне надо на постоянной основе какой-то теплый пол, я, конечно же, делала бы его капитальным. То есть за период летнего сезона мы бы с мужем, конечно же, сделали капитальный теплый пол. Но, как я уже сказала, у нас с семьей есть свои планы, поэтому мне нет необходимости сейчас тратиться на такой постоянный теплый пол. Поэтому я говорю такой теплый пол это как исключение, но если вы хотите делать ремонт, благоустраивать свой балкон для постоянного выращивания ваших растений, то, конечно же, надо предусмотреть и продумать все так, чтобы это было и безопасно, и надежно, и комфортно вашим растениям. Надеюсь, сейчас вы меня услышали. Что же касается вопросов все же моего теплого пола, я дораскрою их. Я специально вытащила свой коврик, скрутила его в рулончик, чтобы вам было более понятно. Как я уже говорила, длина этого коврика 1,80 м на 60 см. Он такой пленочный, сделан из ПВХ и излучает инфракрасные волны. Именно благодаря им происходит нагрев и достаточно мягкое, комфортное тепло. Нагревается он очень быстро и не выжигает за счет вот этого мягкого инфракрасного излучения. Он не выжигает воздух у меня на балкончике и работает, как я уже говорила, в двух режимах, что тоже комфортно. Вы можете менять положение. На первом режиме он работает в диапазоне температуры 35-40 градусов, а на втором режиме это
Да, так, 30, 45-55 градусов. Вот так, да. Так, что еще хочу сказать по поводу этого теплого пола? Название, производитель и все данные о нем я при монтаже вставлю в видеоролик, и вы сможете более досконально изучить его характеристики, почитать, что обещает производитель, и сделать свои выводы и принять решение, подходит вам такой теплый пол или нет. Я делюсь своим опытом, рассказываю, как сделала это я, но у каждого есть еще свое понимание, свои умозаключения, поэтому, конечно же, каждому из вас сделать выбор, подходит вам это или нет. Так, по поводу теплого пола я все рассказала. Следующий вопрос у меня был по поводу моих жалюзей. Некоторые мне начали писать, зачем же все-таки притенять ваши растения, если у вас северная сторона. Дорогие мои, а как вы думаете, если активное солнце летом, которое в 10 часов уже имеет очень активные солнечные лучи, и у меня до 12 часов солнышко находится на балконе. Я не знаю, конечно, каждый из вас уже имеет определенный опыт выращивания, но по моему опыту я вам скажу, что достаточно 10-20 минут, если орхидейка находится под прямыми активными солнечными лучами, ей достаточно, чтобы у нее обгорели листики на солнышке. А уж за 2 часа, которых с 10 до 12 активного солнца в самый разгар лета, то орхидея вообще может изгореть. Поэтому хоть северная сторона, а тем более она у меня не совсем северная, как я уже говорила, она у меня северо-восточная, ведь солнышко всходит на востоке, вот здесь вот в этой стороне. Конечно, притенять надо обязательно, и это даже не обсуждается. Не только южную сторону мы притеняем от воздействия солнечных лучей. Следующий вопрос, который интересовал многих девочек, вопрос, проветриваю ли я помещение и как я это делаю. К сожалению, я действительно забыла упомянуть этот очень важный вопрос выращивания растений в целом, а особенно орхидей. Почему особенно орхидей? Потому что, как вы уже знаете, наши красавицы, они тропические. В природе они привыкли к постоянному движению воздуха, циркуляции воздушных масс у их корней, проветриванию, обдуванию. В общем, у них на генетическом уровне заложена хорошая вентиляция и обдув ветерком. Таким самым образом растение не только сохнет, потому что никто же в живой природе не ходит, не протирает им пазухи. Все это делается естественным путем, просто во время обдува ветром. И также циркуляция воздуха помогает растениям в жаркий период охладиться. Что же касается выращивания орхидей дома и почему циркуляция так важна, я сейчас в 2 словах скажу. Я как-нибудь сниму отдельно тоже ролик по основным важным факторам в условиях содержания орхидей, но сейчас я упомяну в 2 словах. Когда у нас орхидеи, например, как у меня или как у многих из вас, находятся в скоплении, в скученности и нет циркуляции воздуха, это благоприятная среда для развития патогенных микроорганизмов, всяких грибков, плесени и так далее. Поэтому, когда нет циркуляции воздуха,
вот эта среда, она дает возможность развиваться и поражать наши орхидеи всякими разными заболеваниями. Для этого мы должны обязательно либо проветривать помещение, либо создавать циркуляцию воздуха. Я это делаю при помощи вот такого самого простого, который у меня уже давным-давно был, специально я не покупала. Это обогреватель, который является как обогревателем, так и вентилятором. Самый простой дешевый вариант на 2 режима обогрева. И вот это и вентилятор. Что я делаю? Я приоткрываю створочку, вот как сейчас у меня вы видите. Небольшое делаю, сейчас, секундочку, микропроветривание. Ну, могу иногда немножко больше зазор оставлять. И в этот момент включаю обогреватель на режим вентилятора. Тем самым у меня попадает свежий поток воздуха из окошка, который распространяет по моему балкону как раз мой вентилятор. На сегодняшний день существует тоже очень большое количество вентиляторов с таймерами, с разными режимами, которые очень удобны в использовании. И в моем случае я подхожу, включаю, выключаю, и тем самым, ну, как бы заморачиваюсь, да. Но сейчас есть очень классные модели, которые помогают в быту без нашего вмешательства. Тоже, если прогуглите, это сейчас все очень легко делается, и если есть такая цель покупать, то можно купить очень хороший вариант. Просто мой вариант у меня пока был, и нового я не приобретаю. В течение дня я свой вентилятор включаю 4-5 раз, и с продолжительностью примерно полчасика. Ну, ориентировочно где-то так. Вот столько циклов в течение дня я делаю с определенной периодичностью, но у меня есть такая возможность, потому что я часто дома. Вот. Но, в общем-то, если у кого нет такой возможности, хотя бы по возможности, какая у вас есть, делать это надо обязательно. Дальше был вопрос такой, знаете, тоже интересный для меня и неожиданный, я бы сказала, потому что тоже начали писать о том, что небезопасно ли расширять, увеличивать размеры, габариты балкона, небезопасно ли это с точки зрения обвала. Значит, что хочу сказать. Мы расширяли балкон на ту величину и его укрепляли, скажем так, чтобы это, конечно же, было безопасно. Но мы же делаем для себя, понятно, что мы не будем делать так, чтобы было потом страшно им пользоваться и выходить на балкон. Во-первых, нагрузка идет не на пол, как мне многие писали. Что значит на пол? Нагрузка идет на балки, которые, на ту металлоконструкцию, которая укрепляется, и она монтируется к самим панельным стенам самого дома. То есть сначала идет укрепление из металлоконструкции балками специальными, только потом мы пол вот этот вот заливали бетоном. Ну, не мы, конечно, это делали специалисты, но вопрос, что немножко неправильно у вас в понимании, как это происходит. По поводу документов, надо ли переоформлять документы на расширение балкона, на ту величину, которую мы увеличивали свой балкон, узаканивать и переоформлять документы нет необходимости. В каждой стране есть, и может быть даже возможно в каждом городе, не знаю, но знаю, что есть свои
технические нормы, поэтому это каждому надо узнавать. Знаю точно, что мы не хотели заморачиваться с документами, поэтому наши специалисты, которые балконщики, которые узконаправленно этим занимаются, они нам подсказали, на какую величину можно расширять габариты балкона для того, чтобы нам не заморачиваться с документами и не иметь проблем потом, если мы захотим, например, продавать, да, квартиру. Вот, поэтому сейчас я вам так вот не вспомню, на какую ширину и длину мы его расширяли. Это все же мне надо спросить, уточнить у мужа. Если я это сделаю, я обязательно напишу об этом в процессе монтажа. Поэтому, девочки, я точно знаю, что если обращаться к специалистам, к хорошим специалистам, вот, точно уверена, что они делают все правильно, надежно и без риска для жизни в последующем и пользования вашим балкончиком. Перейдем к следующему вопросу. Тоже задавали вопрос стоимости всего, какой бюджет этого мероприятия. Во-первых, я, знаете, думаю, что уже не актуально обсуждать эту тему, потому что мы делали лет 5 назад переоборудование балкона. На сегодняшний день за это время уже, конечно, цены другие, все изменились, ну, даже и материалы, и производители сейчас, поэтому это надо просчитывать каждому индивидуально. И мои габариты — это мои габариты, и сказать, что они будут к вам какое-то отношение иметь, тоже бессмысленно. Поэтому этот вопрос остается для каждого из вас индивидуальный. Так, наверное, так по памяти, да, был еще вопрос, как я поливаю, вот это тоже прям часто звучало. Вот насчет полива я вам точно сейчас обещаю, что ближайший ролик, может даже после выхода именно этого ролика, следующее я сниму и покажу вам, как я поливаю свою коллекцию. И расскажу вам все тонкости этого щепетильного ухода. Почему? Потому что это действительно самый затратный процесс у любого орхолюбителя. Вот. И я тоже очень долго искала, каким образом мне облегчить мой полив. Я его нашла, и я обязательно с вами поделюсь в ближайший ролик и расскажу об этом. Ну а сейчас, на мой взгляд, для каждой девочки самое интересное — это новиночки, это что-то новенькое и что-то очень красивенькое. И сейчас как раз я хочу поделиться с вами, что изменилось с момента последнего даже ролика, который вы увидели и познакомились впервые с моим балкончиком, какие изменения произошли за эти несколько дней. На самом деле, на момент, когда я уже снимала тот первый ролик, мной были заказаны новые стеллажи, но я не торопилась об этом рассказывать, потому что я не знала, насколько правильно и комфортно они мне здесь встанут. И если встанут, то тогда я решила показать результат. Так вот, сейчас у меня новые стеллажи, и это самая интересная тема, с которой я хотела с вами поделиться. Я покажу, вставлю фотографии, как было до, даже на тот момент, когда я снимала вам первый ролик, первую часть этой темы. Покажу, как было, когда я вынесла отсюда все эти орхидейки, которые находятся под этой стеночкой. И теперь вы увидите результат, который получился. И я
более чем уверена, этот результат вам понравится больше. Значит, почему у меня пришла идея поменять стеллажи? Мне очень некомфортно было поливать мои орхидеи. Расстояние между полочками на старых стеллажах от верхней полки, вот от этой полочки до полочки, на которой стоят орхидеи ниже, у меня составляло на тех 35 сантиметров. Это очень маленькое расстояние для комфортного содержания и ухода за орхидеями, потому что у них достаточно, у голландцев особенно, а у меня моя коллекция преобладает именно из этих сортов, у них, как правило, розетки крупные, уже зрелые орхидеи, и речи о комфортном пребывании, во-первых, на полочке до лампы и быть не могло. Поэтому у меня, если помните, я говорила, что лампы вынесены за пределы стеллажа, но это неправильно. Поэтому мне это очень мучило, этот вопрос, и я... Ну и не только это, потом мне было некомфортно поливать, потому что розетки упирались мне во все стороны. В общем, одним словом, у нас в период локдауна в стране была масса интересных предложений, и тут я натолкнулась на мне прислали рассылку, что есть скидки на стеллажи. Я поизучала, и мне понравились вот эти стеллажи, которые я и прикупила. Они, значит, достаточно простенькие, просто деревянные стеллажи, но довольно качественно сделаны. Имеют хорошую шлифовочку, очень хорошее дерево. Вот можете видеть, какие все качественно, достаточно качественные речки. Вот. И сейчас покажу вам, какое расстояние имеют вот эти уже мои стеллажи. Я сейчас возьму рулетку и покажу. Значит, смотрите, для достаточно комфортного содержания орхидей уже достаточно расстояние между полочками, видите, 45 сантиметров. Сейчас, минутку. Значит, сейчас мои стеллажи все имеют одинаковое расстояние между полочками 45 сантиметров. Я вам в прошлый раз говорила, что лучше стеллажи, которые будут по высоте регулироваться, но это будет у меня в последующем такие стеллажи. Сейчас мне этот вариант очень сильно подходит, и та цена, за которую я купила, тем более. Вот. У меня на эти два стеллажа встало больше орхидей, чем на мои предыдущие 3 стеллажа. У меня там было 3 стеллажика, сейчас у меня 2 стеллажика, и на нем у меня поместилось орхидей больше. Я еще даже занесла орхидейки, которые находятся у меня на подоконниках цветущие, и разместила их на этих стеллажах. На верхний ряд я поставила самые крупные свои орхидеи с крупными розеточками. На всех последующих я поставила, ну, тоже они достаточно крупные, но имеют меньшую розеточку. Я прикрутила, это те изменения, о которых я вам говорю, лампы прикрутила уже правильно, то есть они у меня сейчас располагаются посередине полочки, и расстояние до листвы сейчас у меня составляет порядка 20 сантиметров, как я и говорила. Ну, где-то, может быть, где-то у какого-то растения чуть-чуть ближе, но, как я говорила, лампы, которые я использую, не нагреваются, и тем самым они не вредят листве моих растений. То есть лампы сейчас находятся у меня так, как они должны находиться, именно посередине полочки
которая расположена выше над растением. Полочек у меня сейчас 4. Высота этого стеллажа 1,5 метра и ширина каждого стеллажика 60 сантиметров с глубиной 30. Вот такие стеллажи. Очень комфортно, что нижняя полка тоже имеет полочку, потому что прошлые стеллажи у меня были просто шли ножки и начиналась полка. Вот здесь вот не было полки. Сейчас у меня растения стоят на полочке, тем самым в холодное время, да, как бы там есть вот это пространство комфортное. Что еще хорошего я заметила? Ну, в общем, одним словом скажу, для голландцев, это то, что я уже сделала выводы, для голландцев, которые уже достаточно хорошо развиты, у которых хорошо развита ботва, листики, надо, чтобы расстояние между полочками было не меньше 45 сантиметров, а то и больше. Ну что ж, дорогие мои, и напоследок у нас остался еще один нераскрытый мной вопрос в благоустройстве моего балкона. Это летняя жара и как я с ней справляюсь. Естественно, если на улице жарко, если стоит зной, то хоть у меня северо-восточное расположение моего балкона, у меня также жарко и знойно на балконе, как и на улице. Поэтому, конечно же, надо бороться с жарой, потому что фаленопсисы, во всяком случае, кратковременно могут переносить температуру в 30 градусов. Все, что 30 и выше, для них уже является стрессом, и они начинают себя плохо чувствовать. Поэтому, как я уже сказала, на протяжении всего года надо стараться поддерживать комфортную температуру для их содержания, и тогда ваши красавицы в период цветения будут обильно и благодарно вам цвести. Так, и значит, кондиционирования на самом балконе у меня нет. Но так уж сложилось очень удачно, что кондиционер у нас расположен сразу при входе на мой балкон. Поэтому, когда я включаю кондиционер, поток и охлаждаю, скажем, помещение, этот достаточно прохладный воздух заходит также на балкон. Я еще включаю увлажнитель. Сейчас я его покажу. Вот мой увлажнитель. Компания Borg, это немецкий производитель. У нее очень хорошая репутация, качество продукции просто на высшем уровне, как у всех немцев. Здесь много режимов, с разной интенсивностью подается увлажнение. И, что немаловажно, здесь есть небольшая вентиляция. То есть, когда я включаю, помимо того, что выходит влажный воздух, здесь есть турборежим, который еще как бы продувает. И чем холоднее воду я вот в этот резервуар налью, тем холоднее поток воздуха выходит из вот этих створочек. Створочки так поднимаются, и выходит поток под таким хорошим давлением. И еще дополнительно к моему прохладному воздуху, который заходит на балкон с комнаты, у меня еще идет подача от моего увлажнителя прохладного воздуха. Но я
всем девочкам, которые сейчас на этапе благоустройства своего балкона, потому что все же многие пишут, что сейчас на стадии ремонта, и эти все вопросы для них насущны и важны. Вы учитываете все же, что лучше все же, чтобы кондиционер был на самом балконе, внутри помещения, но вы его должны располагать таким образом, чтобы поток холодного воздуха не дул на орхидеи. Надо это все предусмотреть, исходя уже из ваших там обстоятельств, смотрите, потому что холодный воздух, обдуваемый, пагубно будет влиять на здоровье ваших растений. Это тоже учитывайте, когда будете организовывать и планировать, куда устанавливать кондиционер. Сейчас существуют кондиционеры, знаете, такого отдельно стоящие, стационарные, которые можно передвигать, не обязательно, чтобы они были установлены, как мы в привычном для нас виде, да, вот на стене, с выводом на улицу, то есть вот этот сложный весь монтаж. Так как я сказала, что мне надо здесь пока содержать орхидеи и какое-то временное им комфорт создавать, я вот нашла, я покажу, вставлю, какое устройство я нашла, которое мобильное, которое передвигается и которое не требует вот этой сложной установки в помещении. Я вставлю, покажу вам этот прибор, может тоже кому-то это будет интересно и полезно. Вот. Ну а также можно еще дополнительно вам этим вопросом заняться, прогуглить самим и более углубленно поискать, может быть, еще какие-то другие варианты. Но то, что я нашла, он и по цене, и по качеству, и те необходимые требования, которые я бы от него хотела, он выполняет. Вот. Вот если сейчас, да, вот я с вами снимаю ролик, и вот видите, у меня зимой, конечно, проще справляться с вентиляцией. У меня вот здесь микропроветривание сейчас стоит. Заходит прохладный, свежий поток воздуха. Вот. Плюс ко всему, как я уже говорила, и вентилятор я периодически тоже в течение дня включаю. Летом, конечно, посложнее, но все же справиться с этой ситуацией можно. Это не сложно. Так, я вот сейчас более чем уверена, что, наверное, сейчас уже на все абсолютно вопросы, которые были в комментариях к первой части, я ответила. Но все же, если будут еще, задавайте. Если насобираю достаточное количество, опять же, непонятных вопросов, я их досниму. А сейчас, дорогие мои, мы будем с вами прощаться. До новых следующих обзоров. Уже будут обзоры по сортам. Я буду показывать их цветение. И до новых встреч в новых роликах. Пока-пока. Try to fly